Всем привет, с вами канал Mobily S, и сегодня я буду обозревать наушники с известного интернет-магазина AliExpress. Наушники Solar, модель T9. Это не простые уши, а игровые. До Уфы они приехали за 17 дней. Это, впрочем, я считаю, это средний показатель. Вот сами наушники, которые были заказаны. До этого я пользовался своими старыми наушниками DNS. Вот такие вот наушники. Они мне прослужили целых 3 года. И за 3 года у них начала кожа просто-напросто облизать. Ужасное зрелище, знаю. Они приехали вот в такой вот воздушной упаковке. Вот здесь будет картинка, пару картинок. И в комплекте были сами наушники и открытка от самого продавца. Welcome to China, Solar. Причем открытки бывают разные. У разных покупателей разные открытки. 7.1 звука здесь нет. 5.1 тоже нет. Здесь звук 2.0. Но здесь реально объемный. Наличие вибробаса, я думаю, это все-таки на любителя. Во время музыки иногда включаю. Даже без этой функции бас есть, но его немного. По моему мнению, для музыки эти наушники, конечно же, не самый лучший вариант. Вот такие разъемы здесь. Это для самих наушников, для звука. Розовенький для микрофона, а черный USB это для питания вибробаса и питания подсветки. В этих наушниках есть подсветка, но если воткнуть чисто сам USB-шник, а вот эти не втыкать, грубо говоря, то звука у вас не будет. У вас будет работать только вибробас и подсветка будет гореть. В этих наушниках всего 3 органа управления. Здесь они находятся на левой уши, если можно так сказать. Вот здесь питание для подсветки. Ее можно либо включить, либо вырубить полностью. Здесь регулятор громкости. А здесь кнопка для вибробаса. Если он вам не нравится, берете и отключаете. Вот так он включен, так выключен. Все очень просто. Теперь про игры. Эти наушники позиционируются как игровые. В играх все отлично. Вы будете слышать каждый шаг своего противника в CSGO или других подобных онлайн-играх. Вибробас – это неплохая штука в играх, но иногда это может и мешать, или даже рассеивать ваше внимание. Например, в игре World of Tanks звук двигателя вашего танка будет слышен как сплошной бас. Постоянно такое слушать – это такое себе удовольствие для ушей. В остальных играх, в принципе, норм, но это сильно зависит от восприятия человека. Теперь про подсветку. Вот мы включили USB, включаем нашу подсветку, и вот так эти наушники горят. Здесь она плавно переливается разными цветами, но не одновременно с 2 ушами, если можно так выразиться, но это нормально, так и должно быть. Возможность отключения подсветки – это плюс, особенно если рядом с вами есть люди, которые терпеть не могут подсветку. Даже не нужно все обматывать черной изолентой. В итоге получается, что наушники Solar T9, накопленные со студенческих обедов и купленные мною за 1190 рублей, это со скидкой от продавца, за свои деньги в наших магазинах не найти. Качество звучания в музыке среднее, но вибробас тащит, он реально тащит. Качество звучания в играх выше среднего, но это не самое лучшее. Я точно знаю о том, что есть наушники лучше. Приводить пример я, конечно же, не буду. Если у вас нет денег, то, пожалуйста, покупайте. Но имейте в виду,
то что здесь просто звук 2.0, а не 7.1. Если есть больше денег, или вы решили еще подольше голодать, или сидеть на дошиках, то выбирайте хотя бы со звуком 7.1. Про 5.1 я вообще молчу. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Поддержите мои старания вашим лайком. Всем больше денег, удачи и всем пока!